Привет всем! Меня зовут Евгений, и вы снова на канале ТМ Jonathan. Я продолжаю делиться с вами своим опытом по изготовлению дубовых бочек. Кстати, кому интересно, как сделать дубовую бочку от начала и до конца, какие использовать шаблоны, фрезы, станки и приспособления, заходите на канал, подписывайтесь, кто еще не подписался, и смотрите. В сегодняшнем видео я расскажу и покажу вам, как и из какого материала я изготавливаю обручи на свои дубовые бочки. Друзья, из чего же изготавливаются обручи на дубовую бочку? Можно изготовить из нержавеющей полосы, можно изготовить из оцинкованной полосы и можно изготовить из обычного черного металла. Вы же для себя решаете, какие обручи из какого материала вам нужны. Если вам на выдержку и бочка будет находиться постоянно во влажном винном погребе, я рекомендую ставить обычные обручи из чернового металла или оцинковки. Но оцинковку, скажу вам по секрету, очень сложно найти. Даже не так сложно, как ее везде предлагают в больших количествах. То есть хотите купить километр оцинкованной полосы шириной 30 мм и толщиной 1,5 мм. Да без проблем. Но километр, куда ее потом девать? Для того, чтобы сделать обруч на нашу дубовую бочку, к примеру, как на эту бочку объемом 30 литров, нам необходимо для начала измерить длину окружности в том месте, где будем устанавливать наш обруч. Для этого я использую вот такой вот портняжий метр. С его помощью очень удобно измерять длину окружности нашей бочки. В данном случае длина окружности у нас составляет 108 сантиметров и 6 миллиметров. После того, как мы измерили длину окружности нашей бочки, нам к полученной величине необходимо прибавить еще двойную ширину нашей полосы, из которой мы будем делать наш обруч. В данном случае я использую нержавеющую полосу толщиной 1,5 мм, шириной 30 мм. Для бочек поменьше, там и размеры ширины обруча будут другие, и толщина будет другая. Данные размеры указаны в том же ГОСТе 8777 80-го года, на который я постоянно ссылаюсь. Это старый советский ГОСТ. Называется «Бочки заливные и сухотарные». Забейте в поиске данный ГОСТ, и вам выдаст кучу результатов. Находите необходимые странички, где указаны геометрические размеры бочки, размеры и толщина клепок, размеры обручей. Напечатайте на принтере и пользуйтесь. Вот какую полосу для обручей своих бочек я использую. Это полоска нержавеющего материала шириной 30 мм, толщиной 1,5. Продается вот в таких вот бухтах. Заказывайте через интернет необходимую длину, ну или вес, они в основном идут по весу, и используйте. Мы уже отмерили длину окружности нашей полосы, поэтому я отмеряю необходимую мне длину, в данном случае 108,6, намечаем. Вот наша отметка 108,6, и я добавил 6 сантиметров, двойную ширину нашей полосы, и вот наше место будущего реза. Для чего мы добавляем 6 сантиметров? Это полоска, которая будет пускаться внахлёст, и здесь будут установлены две наши заклепочки, которые скрепляют наш обруч. Я отрезал необходимую нам длину полосы. С одной стороны я отрезал вот такие фаски. Теперь нам необходимо сделать два отверстия под наши заклепки. Как рассчитывать, где пробить отверстие? Берем штангель. Мы знаем, ширина полосы у нас 30 мм. 30 делим пополам, получается 15. Отступаем от края нашей заготовки 15 мм и проводим полоску. Отступаем с второго края 15 и опять проводим полоску. Все. Наше первое отверстие намечено. Теперь
Добавляем к данной точке 30 мм. У нас получается 45. Отступаем от края 45. Проводим аналогично полоску. И с торца полосы опять полоску 15 мм. Что у нас в результате получается? У нас получается, что наши отверстия равноудаленны от всех 4 сторон нашей полосы. Полоса 30 мм, половина это 15. Получается 15 мм от середины, 15 мм с этого края, с этого и с этого. И аналогично с этим отверстием. После того, как я наметил наши точки, я керном наношу отметки для сверления. И в данных точках мы сейчас сделаем два отверстия под наши заклепки. Мы просверливаем в нашей полосе два отверстия диаметром 5 мм. После того, как мы заготовили нашу полосу, мы предварительно изгибаем ее по нашей бочке. Конечно, в идеале надо использовать специальные вальцы, которые формируют из нашего обруча идеальный круг. Но я пользуюсь вот таким способом. Друзья, после того, как мы согнули наш обруч, мы отмечаем ответные отверстия в нашей полосе. Наносим керном отметки. И сверлим ответные отверстия. Для соединения наших обручей я использую вот такие вот металлические заклепки диаметром 5 мм и длиной 10 мм. Поначалу я использовал заклепки, сделанные собственноручно из обычных гвоздей. Болгаркой отрезал необходимую длину, находил гвозди диаметром 4-5 мм. Их можно обжечь на костре, для того, чтобы они были более пластичные, и использовать. Совмещаем наши отверстия в нашем обруче. Вставляем заклепочку. Вот так. И теперь нам нужно сформировать на наковальне красивую шляпку. Используя вот такую вот эксклюзивную наковальню, а именно кусочек кругляка, зажатого в тиски, так как кузнечную я до сих пор не могу нигде найти, я расклепываю нашу заклепку вот где-то до такого состояния. Для формирования красивой шляпки на нашей заклепке я использую вот такое вот углубление в куске рельса. С этой стороны оно поглубже, с этой помельче. Мы выставляем нашу заклепочку напротив углубления и расклепываем. В результате мы получаем вот такую вот шляпку на нашей заклепке. Аналогично мы проклепываем вторую заклепку. После соединения нашего обруча у нас в замке получилась вот такая вот ступенечка. Нам ее желательно убрать. Чтобы убрать данную ступеньку, мы ставим наш обруч на рельсу или на наковальню
И проклепываем вот в этом месте наш металлический обруч. В результате наша ступенька полностью убралась. И в данном месте у нас не будет задиров на нашей бочке. Друзья, после того, как мы соединили наш обруч, он у нас имеет форму прямоугольника. А нам нужно из него сделать форму трапеции, так как наша бочка имеет крутые бока. Что нам для этого нужно сделать? Нам нужно проклепать одну сторону нашего обруча. Или же можно использовать опять те же вальцы. Но у меня их нет, я обычно проклепываю молотком на наковальне. Для железных обручей я использую обычный молоток. Для нержавеющих я использую вот такую вот алюминиевую кувалду. И с ее помощью проклепываю одну сторону, придавая нашему обручу форму трапеции. Я проклепываю все на той же эксклюзивной наковальне. Берем кувалду и потихоньку начинаем процесс. Итак, я изготовил вот такой вот обруч, проклепал его. Теперь нам нужно сбить наш рабочий обруч и насадить чистовой. Сбиваем рабочий. После того, как мы сняли наш рабочий обруч, нам нужно вот эти места, где у нас осталась ржавчина или какие-то пятна от наших рабочих обручей, немножко зачистить наждачкой. Перед набивкой чистового обруча я рекомендую вам место посадки натереть обычным мелом для улучшения сцепных свойств металлического обруча и деревянной бочки. Все, теперь можно набивать наш новый обруч. Наш обруч стоит на месте. Вот, друзья, я сделал остальные 3 обруча, насадил их на бочку, и в результате у нас получилась вот такая вот красавица на 30 литров. Кому понравилось видео, как делать обручи, ставьте лайки, делитесь видео с друзьями и подписывайтесь на канал. До новых встреч!